Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке мы будем вязать вот такого вот маленького кролика. Достаточно простое вязание. Цвета вы можете использовать любые, у нас остается всегда только коричневый. Вместо голубого вы можете использовать любой цвет. Набираем 7 воздушных петель. Набрали. Далее во вторую петлю от крючка вводим крючок. Вот она первая петля, вот она вторая. Делаем прибавление в первую вот в нашу петлю. Далее провязываем 4 столбика без накида. Далее нам нужно будет повернуть на другую сторону, и мы сейчас провязываем 4 столбика без накида в одну косичку. Вот это вот нашу первый вот этот узелочек, который у нас здесь, его можно развязать, и ниточку мы провяжем вдоль нашего ряда. Провязали 4 столбика в одну. Теперь провязываем 4 столбика без накида. Вот видим наша косичка. Вот она, под нее заводим крючок и провязываем. И в последнюю делаем прибавку. Вы можете пересчитать количество столбиков, их должно быть 16. Помечаем. Сейчас будем провязывать наш первый столбик второго ряда. Это будет прибавка. 1. И маркером помечаем наш столбик, наше начало ряда. И сюда же еще один столбик, прибавка. Следующий столбик также прибавка. Далее 4 столбика без накида. Под видео вы найдете файл, где я расписала все ряды, и вы можете провязать самостоятельно до замены цвета. Далее я покажу, как мы будем присоединять вторую нить, когда мы начнем вязать мордочку. Буквально 6 рядов вам нужно будет провязать самостоятельно. Теперь, когда провязали 6 рядов, необходимо вводить новый цвет. Сейчас мы провяжем еще 4 столбика без накида белым цветом. Четвертый столбик мы провязываем не до конца. Берем коричневый цвет и вводим его. Подтягиваем петлю, провязываем сейчас белый цвет и хвостик от коричневого.
Провязываем 3 столбика без накида коричневым цветом. Тянем за хвостик, чтобы наша верхняя петля была меньше. Третий столбик коричневого цвета провязываем также не до конца. Подхватываем сейчас белую нить и провязываем. Теперь коричневый цвет мы ввязываем вдоль ряда. Будем вязать, можно сказать, до конца нашей головы в 2 нити. И до конца ряда мы провязываем белым цветом. Начинаем новый ряд. Провязываем 1 столбик без накида и помечаем маркером. Далее прибавка. Один столбик без накида. 1 столбик без накида. Провязываем сейчас его не до конца, подхватываем коричневый цвет. Провязываем белый, подтягиваем, все подтягиваем. Белый сейчас связываем и вяжем коричневым прибавление. Три столбика. Последний провязываем также столбик не до конца коричневым. Подхватываем белый. Не забывайте всегда потом подхватывать белую нить у последнего столбика, либо здесь наоборот коричневую. И как обычно вяжем дальше по схеме, ввязывая коричневый цвет, вяжем белым. 14 столбиков без накида. Далее вы вяжете кролика по схеме самостоятельно, точнее только его голову. После того, как довяжем голову, приступим к туловищу и потом к ногам. По схеме все понятно. Я основные части показала, как делать переход цвета и что мы ввязываем нить. Вяжем, как обычно, столбиками без накида. Увидимся, когда довяжем голову полностью. Провязали большую часть нашей головы. Довязали наше пятнышко. Согласно схеме провязали еще 2 ряда столбиками без накида. И теперь перейдем к ряду, где нужно делать убавки. Согласно нашей схеме мы провязываем 8 столбиков без накида и делаем убавку. Сейчас я покажу, как я делаю убавку. И таким образом вам нужно будет делать убавки по схеме. Провязали 8 столбиков. Теперь подхватываем переднюю перемычку косички, идем под следующую переднюю перемычку, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик. Таким образом мы всегда будем делать наши убавки. И далее вяжем 8 столбиков без накида, убавка, 8 столбиков, убавка. Провязываем нашу голову до конца. После того, как полностью закончили нашу голову, необходимо достаточно плотно ее набить. Нить также оставляем для пришивания, отматываем. И обрезаем. Теперь необходимо нить закрепить. Такую вот образуем достаточно большую сейчас петлю, продеваем в нее нить и затягиваем. Теперь нужно отмерить места для пришивания глаз. Здесь вниз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Между 8 и 9 столбиками мы будем пришивать, и здесь одну вот эту пропускаем, один ряд. Также с этой стороны мы
по беленьким считаем. Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую вставляем иголочку. Также здесь 6 отсчитываем. И вот эту в нижнюю. Следующий наш шаг. Мы будем вязать уши. Одно ухо у нас будет белым цветом, другое коричневым. Набираем, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо. Вяжем по схеме. Первый ряд, точнее второй наш ряд, это прибавки под каждую косичку. Также не забывайте помечать первый столбик маркером. Третий ряд и четвертый ряд это 12 столбиков без накида. По схеме вы можете также все увидеть, как мы вяжем. Убавки делаем таким же способом, как и на голове кролика. Следующих два ряда провязываем просто столбики без накида, 12 столбиков. Теперь приступаем к вязанию туловища. Все достаточно просто. Делаем кольцо амигуруми, в кольцо провязываем 7 столбиков без накида. Далее делаем 7 прибавок и вяжем согласно нашей схеме. Сначала мы вяжем голубым цветом, потом будем менять на белый. Также согласно схеме, в ней все указано, в какой момент нужно изменить цвет. Ничего нового в вязании туловища не будет. То есть убавки и все остальное мы делаем таким же способом, как я уже показывала, и смена нити происходит также. После вязания туловища уже будем приступать к вышиванию нашего лица, мордочки и к пришиванию деталей. Провязали, так скажем, наш подъюбник. Теперь нужно закрепить нить. Обрезаем небольшой отрезок, хвостик оставляем. Нить выводим из петли и как бы делаем такую фальш-петлю. Заводим крючок под верхнюю косичку, подхватываем нить и теперь прячем, заводим крючок в середину нашей последней косички и выводим из нее таким образом. И теперь нашу нить прячем просто здесь вот под косичку, так вот чередуя, я прячу ее. Таким же образом мы делаем у наших ног. Смена цвета у ноги и вяжем за задние стенки наших косичек. Сейчас нашу последнюю петлю белым цветом мы провязываем не до конца. Берем голубую нить, провязываем голубой. Теперь немного мы провяжем голубого и белого цвета, чтобы нити захватились, чтобы можно было потом их обрезать. Вяжем сейчас за задние вот эти вот стенки косичек, которые дальше от нас. Тут
достаточно сейчас плотно и сложно попасть. За заднюю перемычку. И просто так же, как обычно, мы провязываем столбики без накида. Так мы вяжем наш первый ряд перехода цвета. Далее вяжем мы по схеме, как обычно. Теперь нужно связать ноги для нашего кролика. Вот таким вот образом выглядит нога коричнево-голубая. Вы также начинаете вязать по схеме, только вторая нога будет уже бело-голубая. Сначала белым, потом голубым цветом продолжаем. Вяжем согласно нашей схеме. Теперь еще хочу показать. Также мы нить оставляем для пришивания, закрепляем ее. Это вот наша. Да, в кольцо продеваем нить и затягиваем. Теперь нам необходимо сделать такой, скажем, подъюбник у ноги. Берем голубую нить. Так как, когда мы присоединяли голубой цвет, мы вязали за задние стенки, за передние стенки нам теперь необходимо провязать один ряд. Заводим крючок, подхватываем нить, провязываем столбик без накида. Идем под следующий. И провязываем. Также мы наполняем наполнителем нижнюю часть ноги, верхнюю, вот эту голубенькую, мы уже не наполняем. Так вот провязываем мы под передние вот эти перемычки до конца ряда. Нить прячем и обрезаем. Теперь берем обычную иголку с широким ушком, чтобы наша нить влезла. Вставляем. В ушко. На одном конце мы завязываем узелок. Теперь иглу заводим в серединку нашего кольца амигуруми. Смотрим так, чтобы у нас было одинаково. Наши полоски располагались на двух лапках. Где-то вот сюда. Вы можете сделать, в принципе, на разную высоту. Не принципиально, чтобы было одинаково у нас. Заводим иглу. И тянем за собой ту нить, на которой узелок сейчас. Все, нить прошла и осталась. Теперь тянем за нить, которая без узелка. Смотрим, направляем на серединку. Таким образом. Заводим крючок не в само кольцо сейчас, а под верх петельки. Под верх петельки и потом в кольцо выводим. Теперь отводим нить в бок на эту же высоту. Смотрим. Вводим иглу. И также выводим в серединку нашего кольца.
И также мы делаем третью сторону. Отступаем 1, 2, 3, 4, как с этой стороны у нас. Вводим и в серединку. После этого нить прячем внутри ноги и обрезаем ее. Перед тем, как начать пришивать глаза, я обычно наполняю голову синтепоном, после чего отмечаю, где будут расположены глаза, и вытаскиваю его. Но вы можете в данном случае сразу начать вышивать, ничего не наполнять. Значит, там, где наше пятно, нам нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков отпустить, между 8 и 9 ставить булавочки. Здесь по беленьким столбикам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 7 ставить булавку. Также мы тут смотрим, чтобы столбики у нас находились одинаково. Вот эта булавочка, глазик у нас будет округлый, будет находиться через одну. И между булавками у нас 6 столбиков, то есть за 6 мы вставляем булавочку. Также на одном конце мы завязываем узелок у нитки. Смотрим сейчас внимательно, чтобы у нас игла вошла в то же место, где булавка. Теперь нить проводим под нижней булавкой вот так и заводим туда, где синенькая. Чтобы наш глаз оставался округлым, сейчас необходимо закрепить нить. Заводим иглу над нитью, отодвигаем. Сейчас можно даже булавку убрать, отпустить нить и смотреть. Здесь, чтобы над нитью сейчас иголка вылезла. Закрепляем. Далее идем вот сюда повыше. Также нить отпускаем. Теперь нужно вышить реснички. Заводим иглу также над нитью в самый верх. Вот здесь ее как бы таким образом делаем. Буквально через один столбик. Она будет такая коротенькая. Следующая ресничка будет длинная. Также отодвигаем вот здесь вот нить.
образом смотрим, пропускаем. И третья ресничка тоже коротенькая. По такому же принципу вышиваем второй глаз, прячем нить на изнаночной стороне и завязываем в узелок. Теперь нам необходимо пришить носик. Смотрим, чтобы он был посерединке. Заводим иголку. Также на конце нити делаем узелок. Теперь нужно вышить верхнюю палочку. Чтобы носик было видно получше, можно вышить еще раз. Еще раз вышиваем нижнюю полосочку в то же место. И после чего верхнюю. После этого нить завязываем на узелок. Лишнее обрезаем. И набиваем плотно голову. Перед тем, как пришивать уши, необходимо ушки сложить вот таким образом и сшить их вместе, чтобы закрыть отверстие. Идем под первую косичку, под все косички проходим. Таким образом подхватываем нить и делаем соединительный столбик. Далее идем под следующий столбик, и так мы прошиваем до конца, до нашего скругления. Прошили нить, теперь закрепляем. И будем пришивать к голове кролика. Отсчитываем 1, 2, 3, 4. Между четвертым и третьим рядом мы будем пришивать наши ушки. Начинаем с того, что сейчас иглу завожу под голову кролика, под один столбик. Далее вкалываю в ухо, следующий, который идет.
Снова иду под столбик. Таким образом провязывать, чередуя. После того, как закрепили ухо, нити я завожу в голову. Перед этим я вытащила снова весь наполнитель. Обрезаю, разделяю и завязываю в узелок. Также мы делаем и со вторым ушком. Переходим к пришиванию рук. Делаем так же, как и на ушках. Сшиваем две стороны, после чего пришиваем руки между 24 и 25 рядом туловища. Закрепляем руки булавочками, смотрим, чтобы они находились одинаково. И приступаем к сшиванию. Заводим иглу сейчас сначала под столбик на туловище. Далее вводим в серединке косички. И в серединке косички сейчас выйдет иголка. Здесь. И хорошенечко затягиваем. Далее мы идем в следующую серединку косички. Прошиваем столбик туловища. Подтягиваем. Далее возвращаемся в ту же серединку косички, из которой мы сейчас выводили нить. И идем в следующую. Так, прошиваем обе руки, потом закрепляем нить узелком. Раза 4 завязываем на узелок. И обрезаем остаток нити. Закрепляем у туловища, потом входим в ту же косичку, с этой стороны выводим у другой и закрепляем у туловища. Ноги мы будем пришивать между 8 и 9 рядом. Приступаем к сшиванию ног.
Части ног мы также сшиваем друг с другом соединительными столбиками, как у рук, и начинаем пришивать. Ноги должны быть вот так расположены по бокам. И таким же образом сначала идем под петельку у нашего туловища. Проходим. Далее идем под две стороны ноги, заходим. И так прошиваем обе наших ноги. Далее я немного прячу нить между столбиков, вывожу вот здесь ее, делаю небольшой узелок и прячу его внутри. Теперь, как по мне, осталось самое сложное, это голова. Необходимо ее ровно закрепить, чтобы расстояние щек с двух сторон было одинаковым. Закрепляем голову так, как у нас у туловища и у головы в последнем ряду 24 столбика. Сейчас необходимо будет при закреплении считать. И сейчас мы начинаем считать. Первый наш столбик мы заводим под него иглу. Теперь идем вверх, и вверху это будет наш первый столбик, то есть 1-1. 1. Хорошенько стягиваем нить. Далее в нижний второй. Верхний. И таким образом обвязываем всю голову и туловище. Пришиваем. После чего у нас останется последний этап. Это связать нашу рюшу, так скажем. И наш кролик готов. Последним этапом осталось связать наш воротничок. Вы набираете 28 воздушных петель, я сейчас набрала для примера. Во вторую косичку от крючка мы вяжем сейчас первый ряд столбики без накида. Второй ряд мы вяжем столбики с накидом. Сейчас мы поворачиваем изделие, провязываем 2 воздушные петли, делаем накид, под косичку вяжем столбики с накидом. В первую косичку, под первую петлю мы провязываем 2 столбика с накидом, так как наши 2 воздушные петли это имитация. Делаем воздушную петлю, накид и провязываем 3 столбика с накидом. Таким образом мы вяжем до конца нашего ряда. 3 столбика с накидом, воздушная петля. 3 столбика с накидом, воздушная петля. И потом просто закрепляем и пришиваем воротничок. Сзади он у нас идет вот таким вот образом прямо.
а спереди сходится на серединке. По своему желанию вы также можете пришить его прямо и спереди. На этом мастер-класс заканчивается. Спасибо за просмотр.